Мир К-поп снова взбудоражен, казалось бы, простым постом от человека, уже известного своей способностью привлекать внимание публики, не повышая голоса. Ким Тэ-хён, более известный как Ви из BTS, вновь появился в Instagram. На этот раз не с фотографией для журнала или музыкальным тизером, а с короткой историей в Instagram, снятой в спортзале. И все же, как всегда, когда дело касается Тэ-хёна, ничто не бывает по-настоящему обычным. В видеоистории Тэ-хён тренируется с полной сосредоточенностью. Никакого роскошного фона, никаких лишних фильтров, просто движущееся тело, ровное дыхание и его фирменная спокойная аура. Он написал, что бежал целых 1 час 20 минут, деталь, которая на мгновение заставила фанатов замолчать, а затем разразилась бурным восторгом. Через несколько минут социальные сети были завалены одним и тем же вопросом: что это значит? Для широкой публики этот пост может показаться всего лишь взглядом на здоровый образ жизни артиста, возвращающегося к активному образу жизни. Но для ARMY почти каждое движение Тэ-хёна, кажется, несет в себе невысказанный смысл. Особенно учитывая, что этот пост появился на фоне бурных спекуляций после утечки информации о загадочной мозаичной инсталляции, предположительно связанной с глобальным арт-проектом с участием Тэ-хёна. Сочетание долгого молчания, масштабной международной визуальной работы и теперь исключительно ухоженного внешнего вида лишь укрепило одну из главных теорий: Тэ-хён готовит что-то грандиозное. Интересно, что Тэ-хён не дал никаких объяснений. Ни длинного поста, ни дополнительных пояснений. Он просто появился, убежал и снова исчез. И именно в этом заключается его сила. В индустрии развлечений, перенасыщенной агрессивной рекламой, Тэ-хён в очередной раз выбрал самый тихий способ привлечь внимание. По иронии судьбы, именно это молчание стало топливом для глобальных спекуляций. Многие фанаты начали связывать продолжительность видео в 1 час 20 минут с различными числовыми теориями. Некоторые связывали это с конкретными датами, другие – с определенными отраслевыми календарями. Некоторые даже указывали на 15 февраля как на потенциально важную дату, хотя никаких конкретных доказательств нет. Это скрытая подсказка? Или мы все просто возвращаемся к знакомому циклу коллективного чрезмерного обдумывания? Никто не знает. И, возможно, именно этой неопределенности и хочет Тэ-хён. Помимо теорий и предположений, все, кажется, сходятся во мнении, как возможно выглядеть настолько привлекательно, потея в спортзале. Одетый в простую спортивную одежду и с сосредоточенным выражением лица, Тэ-хён по-прежнему излучает почти необъяснимое обаяние. Многие фанаты шутили, что у бога явно есть любимчики, и этим любимчиком оказывается бег на беговой дорожке. Даже после интенсивной тренировки внешность Тэ-хёна остается поразительной, как будто усталость его по-настоящему не коснулась. Однако за восхищением его внешностью наблюдатели в индустрии видят этот пост с более стратегической точки зрения. Возвращение Тэ-хёна в спортзал – это не просто вопрос физической формы. В корейской индустрии развлечений физические изменения часто сигнализируют о подготовке к крупному проекту, будь то альбом, фильм, художественная выставка или другое глобальное мероприятие. В сочетании со слухами о том, что Тэ-хён работает над проектом, объединяющим музыку, изобразительное искусство, философию и личную идентичность, этот пост кажется лишь небольшой частью гораздо большей головоломки. В последнее время имя Тэ-хёна часто фигурирует в межотраслевых дискуссиях, не только в развлекательных СМИ, но и в международных художественных сообществах. Утекшие в сеть изображения огромной мозаики, изображающие его лицо и состоящие из тысяч кодов и символов, уже привлекли всеобщее внимание. Считается, что инсталляция находится в профессионально оформленном международном выставочном пространстве, что подпитывает предположение о том, что Тэ-хён находится на стыке музыки и современного искусства. Теперь, с его появлением в спортзале, повествование кажется более полным: физическая подготовка, психологическая подготовка и художественная подготовка. Корейские СМИ описывают это явление как самый тихий, но самый громкий шаг. Без единого официального тизера или графика релизов Тэ-хён умудряется держать мир в неведении, лишь делясь фрагментами своей повседневной жизни. Это не первый раз, когда он так поступает. На протяжении всей своей карьеры Тэ-хён известен как человек, глубоко осознающий важность повествования. Он никогда не появляется без намерения.
Даже молчание для него – это форма коммуникации. Поклонники также обратили внимание на время публикации. Конец января и начало февраля известны как решающие периоды для планирования глобальных проектов. Художественные фестивали, международные музеи и крупные лейблы часто завершают составление графиков и делают важные объявления именно в это время. Публикация Тэхёна кажется слишком удачно приуроченной к этому моменту, чтобы считать ее просто совпадением. Он набирает форму для тура, готовится к художественной выставке, требующей интенсивного физического присутствия, или, может быть, к чему-то совершенно новому. К чему-то, чего раньше не пробовал ни один K-pop-айдол? Ясно одно, Тэхён не спешит отвечать. Он позволяет фанатам строить предположения, обсуждать и фантазировать. Тем самым он еще раз доказывает, что ему нечего доказывать. Мир сам к нему приходит. СМИ пишут, фанаты распространяют информацию, а публика ждет без единого слова рекламы. Интересно, что многие фанаты чувствуют, что этот этап отличается от обычного возвращения. В нем ощущается зрелость, спокойствие и сильное самосознание. Как будто Тэхён возвращается не просто как артист, а как личность, прошедшая долгий путь и готовая рассказать свою историю более широко и глубоко. Если действительно готовится какой-то крупный проект, это может быть не просто альбом или песня, а заявление о своей идентичности. Пока у нас есть лишь небольшие фрагменты, таинственная мозаика, долгое молчание, и вот теперь мужчина, бегающий в спортзале 1 час 20 минут. Однако именно из таких фрагментов часто рождаются великие истории. И если история чему-то нас и научила, так это тому, что когда Ким Тэхён начинает двигаться в тишине, мир должен подготовиться. Даст ли ответ 15 февраля, или нам придется подождать дольше? Никто не знает. Что мы знаем наверняка, так это одну простую, но важную вещь. Тэхён выглядит здоровым, сосредоточенным и сияющим. И иногда этого достаточно, чтобы весь мир остановился и обратил на него внимание. Как всегда, Ким Тэхён добился самого сложного в наше время, заставил всех ждать, не заскучав. В заключение, теперь ясно одно, Ким Тэхён снова взял контроль над повествованием по-своему. Без объявлений, без обещаний и без необходимости что-либо объяснять, он просто появляется, бегает в спортзале, потеет, спокойной улыбкой на лице и позволяет миру сделать все остальное. В индустрии, которая быстро развивается и процветает за счет шума, Тэхён выбирает более тихий, личный ритм, который в конечном итоге кажется гораздо более мощным. Действительно ли это намек на крупный проект, который объединит музыку, изобразительное искусство, философию и личную идентичность? Или это всего лишь небольшой фрагмент повседневной жизни, который мы снова интерпретируем слишком глубоко? Ответ остается открытым. Но одно неоспоримо, каждый шаг Тэхёна сейчас кажется целенаправленным и осмысленным. И пока он молчит, это любопытство будет продолжать расти. Возможно, в этом и заключается истинная сила Ким Тэхёна сегодня. Он не гонится за вниманием. Внимание гонится за ним. И когда придет время, мир может понять, что все эти маленькие знаки были не совпадениями, а началом чего-то гораздо большего. С течением времени влияние простой истории Тэхёна из спортзала только росло. То, что начиналось как тихий пост, быстро переросло в глобальную дискуссию. Фан-сообщества в разных часовых поясах обнаружили, что одна и та же тема стала трендом в их лентах. Скриншоты с беговой дорожки быстро распространились, сопровождаемые замедленной съемкой, эстетическими фильтрами и аналитическими разборами. Даже те, кто редко занимается спекуляциями, оказались вовлечены в эту загадку. Международные СМИ вскоре присоединились к обсуждению. Некоторые описывали пост как тонкий, но мощный сигнал о возвращении Тэхёна к активному публичному присутствию. Другие рассматривали это как стратегическое возвращение его образа после длительного периода ограниченных появлений. Хотя официального заявления не было, начали появляться заголовки, каждый из которых пытался истолковать смысл простого бегуна в спортзале. Что делает этот момент особенно захватывающим, так это то, как легко Тэхён контролирует эмоциональный ритм своей аудитории. Он не перегружает фанатов контентом. Вместо этого он предлагает ровно столько, чтобы разбудить воображение.
Одно изображение, один короткий ролик, одна строчка текста. И все же реакция огромная. Такой подход отражает более глубокое понимание современной фандомной культуры, где молчание может быть громче шума. Многие давние поклонники отметили, что такое поведение для Тэхёна не ново. На протяжении всей своей карьеры он часто общался посредством тонких жестов, а не прямых заявлений. Будь то тщательно подобранная фотография, загадочная подпись или тихое исчезновение перед важным событием, его подход всегда оставался неизменным. Он создает ожидание не силой, а атмосферой. За кулисами инсайдеры индустрии также начали уделять ему больше внимания. Физические тренировки на выносливость, такие как бег на длинные дистанции, часто связаны с напряженным графиком выступлений. Концертные туры, масштабные выставки и международные рекламные мероприятия требуют не только артистической готовности, но и физической выносливости. Решение Тэхёна публично поделиться такой интенсивной программой тренировок, естественно, вызывает вопросы о том, к какому графику он, возможно, готовится. В то же время слухи о мозаичной инсталляции продолжают подогревать спекуляции. Согласно просочившимся сообщениям, это не просто портрет, а концептуальное произведение, сочетающее цифровые символы, многослойные изображения и абстрактное повествование. Если это правда, то это станет значительным шагом в эволюции Тэхёна от айдола к мультидисциплинарному художнику. Это говорит о будущем, где музыка больше не будет единственным средством его общения с миром. Фанаты начали складывать эти точки в более масштабную историю. Молчание. Появление в спортзале. Слухи об инсталляции. Стратегическое время. Вместе они образуют узор, который кажется преднамеренным, продуманным и глубоко личным. Для многих это не похоже на обычный рекламный цикл. Это похоже на трансформацию. Есть также эмоциональный элемент, который нельзя игнорировать. На протяжении многих лет Тэхён открыто говорил о росте, самоанализе и творческой идентичности. Его недавнее поведение соответствует этим темам. Спокойное выражение лица на видео из спортзала, отсутствие броских визуальных эффектов и акцент на физической дисциплине – все это говорит о фазе внутренней подготовки, а не о внешнем достижении результата. Интересно, что некоторые фанаты интерпретировали само время бега как символ, выходящий за рамки числовых теорий. Непрерывный бег в течение 1 часа и 20 минут требует силы воли, терпения и самоконтроля. В метафорическом смысле это отражает карьерный путь Тэхёна. Долгий, сложный, полный трудностей, но поддерживаемый благодаря последовательности и целеустремленности. По мере развития дискуссий становится все яснее одно – этот момент вновь пробудил глобальный интерес к Тэхёну. Даже случайные наблюдатели, неглубоко вовлеченные в фандомную культуру, начали обращать на него внимание. Когда артист может вызвать такой уровень интереса, не выпуская песню, трейлер или тизер, это говорит о силе его личного бренда. Еще один слой интриги связан с более широким сдвигом в индустрии. Поп больше не ограничивается только музыкой. Айдолы теперь проникают в моду, кино, искусство и мировое культурное пространство. Слухи об участии Тэхёна в современных арт-проектах ставят его в авангард этой эволюции. Это позиционирует его не только как исполнителя, но и как культурную фигуру, формирующую новые творческие направления. Пока дни проходят без каких-либо разъяснений, ожидание продолжает нарастать. Фанаты обновляют страницы в социальных сетях, надеясь на новый пост, новую историю, новый тонкий намек. Но Тэхён хранит молчание. И это молчание снова становится частью повествования. Некоторые считают, что этот период молчаливого наблюдения является преднамеренным. Позволяя предположениям развиваться органично, он создает эмоциональную привязанность задолго до официального объявления. Когда, наконец, произойдет разоблачение, эффект будет усилен неделями ожидания и любопытства. В то же время другие утверждают, что, возможно, никакого скрытого послания и нет. Может быть, это действительно было просто обновление из спортзала. Личный момент, которым поделились непринужденно. Но даже если это так, сама реакция доказывает нечто важное. Тэхёну больше не нужны драматические жесты, чтобы привлечь внимание.
Одного его присутствия достаточно. В ходе разговора постоянно всплывает одна тема – эволюция. Фанаты не просто в восторге от потенциального возвращения. Они в восторге от того, что станут свидетелями следующей главы в становлении личности Тэхёна. Главы, которая кажется более зрелой, более целенаправленной и более глубоко связанной с самовыражением. Независимо от того, имеет ли значение предполагаемая февральская дата или нет, одно можно сказать наверняка – этот момент знаменует собой сдвиг в энергетике. Это похоже на затишье перед бурей. Тихое нарастание перед чем-то большим. Сейчас все взгляды прикованы к Тэхёну. Мир ждет. Фандом наблюдает. Индустрия слушает. А на заднем плане образ человека, бегущего на беговой дорожке, продолжает символизировать движение, прогресс и поступательное движение. Возможно, в этом и заключается истинный смысл этого момента. Не скрытый код. Не секретная дата. А напоминание о том, что Тэхён движется вперед, готовясь физически, умственно и творчески к тому, что ждет его впереди. И когда наконец начнется следующая глава, многие оглянутся на эту простую историю со спортзалом и поймут, что дело было не просто в тренировках. Это было тихое начало чего-то гораздо большего. А до тех пор тайна остается живой. Предположения продолжаются. И ожидание только усиливается. Потому что, когда Ким Тэхён двигается в тишине, мир прислушивается к нему внимательнее, чем когда-либо.